Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 5-й выпуск 4-го сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске закрыл квест «Дефицит» с аптечками для терапевта, закрыл квест «Оружейник», часть 1 для механика и добил квест для прапора «Пикник со стрельбой по диким в лесу». Выпуск поддержали финансово Гарик, Пес, Ройс, Энди Уэнди, Стрелок, Сибиряк, Олег, Вадим, Фанни Бэр, Нормал Гай, Енот и Кузьмич. Это вам большое спасибо, ребята, за щедрость. Будьте здоровы. От души за подъемные добрые пожелания. Привет, Новосибирск, Кузьмич, в двух словах и не рассказать. В общем и целом, теплые края, мы кайфуем. Всем приятного просмотра. От прапора пришли подгончики в виде тряпок, в том числе вернулся СКС мой, который я страховал в прошлом рейде, который в прошлом выпуске, получается, который профукал. По оперативным задачам сегодня не фонтан, на заводе выход с локации, на заводе устранение, это нам не по пути. Можно попробовать найти и передать шприц в упаковке, если сегодня надыбаем, то дейлик закроем один. Ну а так пойдем по знакомству, все никак не можем познакомиться с егерем, потому что он ненасытный, ему еще надо 2 банки большой тушенки найти. Я, честно говоря, не знаю, может быть на лес все-таки пойти, как вы и рекомендуете. Пойти за дикого, спокойно посмотреть, что там происходит по обстановочке, так сказать. Посмотрим, куда меня спаун, во-первых, высадит на карте. А там уже будем планировать, в каком направлении двигаться. Либо это будет пищеблок наверху, где антенна. Ну, либо МЧС. Если совсем тихо будет, то можно будет, наверное, и в саму лесопилку спуститься. Там в 1, 2, 3 времянках тоже нет-нет, тушенка попадается. Так. Ой, блин, меня на танке выгрузило на карту. Ну, 20 минут. Не ахти что? Но зато у меня хороший рюкзачок. А это значит, можем попробовать наковырять себе добришко. Тут пару тайников и сразу на МЧС, пожалуй, пойду. А что у меня по выходам? Окраина мертвеца лодка. На ту сторону надо будет перебегать. Опачки. Это что такое, багарий? Багарий, класс брони 5, очки брони 55, баллистическая сталь. Мать твою. Вот это Диса сейчас заряженный будет. Самый жесткий будет. Все. Любого сломаем теперь. Об себя. Недурно, нифига себе, 5 класс брони. Ха, для дикого-то. Пофиг, теперь напрямую давим. Так, тут еще еда на МЧС, и внизу там машина, где там тоже может быть. И если я ничего не найду, то я пойду все-таки на этой самой, на лесопилке в низах смотреть. Загляну во времянку, в картотеке пошарюсь, в общем. Пятый класс брони найти для меня не аргумент, мне нужно... Блин, а как ты тут протиснешься, братюня? Нет, получается. Давай, давай. Ой, ё-моё. Кто-то базарит, там и трупы лежат. Ну, я, очевидно, что не с начала рейда, поэтому... Тут трупы еще прошлогодние могут быть. Ого. Вот это мурчело у тебя. Нетронутые не подходили, их, видимо, не лутали. То ли времени не было, то ли желания. То ли просто по пути пробегали. Ага. Понял. Нет, смотри.
Этот лежит. Да тут ничего не лутано. Серьезно? Ну, пока все будем напихивать в рюкзак. А дальше сортировать. Ну и чё тут? Ну, чё ты теперь там делаешь? Да ёбушки-воробушки. Свои, чё вы? А, они лутаются. Или имитация? Нет, похоже, что лутаются, смотри. Страдать можно, все нормально. Блин, мне бы тушенку, пацаны. А как тушенку-то по-английски, я и не знаю. Давай чисто провизию поглядим. Берем, пацаны. Это провизия, это медицина, кажется. Нет, продовольственная. Сиги. Ай, вот это я не люблю по 10 человек на одной точке лутания. За рюкзак бы меня не завалили. То у меня Беркут целый. Там обеспечение. Нет, меня не устраивает такой лут. Я хочу тушенку. Я вышел сюда за тушенкой. Емеля, сок. Не то. Совсем не то. Давай немножко запасы подсократим. Лучше я каким-нибудь хламом более полезным для убежища сейчас наполню рюкзак в таком случае. В картотеках пошарюсь там. С таким лутом. Не алё. Правда, я тут где-то выстрел слышал. Снайперский. Возможно, тут кто-то восседает гордо. Поглядывая в оптику, да? Блин, это не это. Не свита случайно? Это бодренько так... А, да, понятно, это не свита, это... Блин, прям передо мной какой-то кекс ходит и лутается. Пистолет. Эй. И он сейчас пошел как раз в ту степь, да? А что у нас по времени? Может, тогда на пищу туда пойдем? На лагерь Юсеков, что ли? Он там лазит, тут. Блин, они ЧВКали это? Надеюсь, нет. Надейся и жди. Кажись впереди. И хуй мой танцевал чечетку. Все продам. Бивай янь в ноги инь. А вот Остынь, тут друган мой остынь. бывал точно. Нормально живем, пацаны.
Ну что, неплохой день, господа. Этот вообще с пилигримом. Русские есть? Но шкура цела уже неплохо. English? А чё English? Я же не шарю, что там, как называется-то. Блин, их всех кто-то пришел, перебил. Ой, блин, ёпрст, вот вы говорите, иди в лес, что там в этом, на это развязке. Лучше бы я пошел на развязку, я бы уже 2 раза на развязку сходил. Целое огромное рейдище. Сейчас в лесу прошатаемся. И не факт, что найдем то, что нам надо. Че по времени? 11 минут. Ты доманал я, короче, эти... Все приколы. Пойду я просто тайники посмотрю и у спящего там выйду. А, вон там картотека еще есть. Давай через эту сторону, наверное, что ли. Самые популярные места для лута, в общем, вычищены в хлам. Или если даже не вычищены, то вместе с собой подгрузившиеся ребята, очевидно, топят сразу же на места интереса. Пофиг, попялимся, что тут. Что сможем, что нет вынести. Базару нету. Добро скидываете. Я реально сейчас как этот... Добей, убогий. Хожу и объедки эти собираю. Остатки роскоши. Пацаны нашли что-то более интересное, чем маяк и книга. Вот это можно забрать. Битком, в общем. Надо потихоньку избавляться от барахла. А что мы можем выкинуть? Искра мне понадобится для закладки. Вот это можно... А вот давай лучше вот так молочка жахнем, а это выкинем. Ну, так жизнь попроще. Конечно, есть своя романтика в том, чтобы побегать на тихом. Да вы чё, серьезно? И даже эти тайники вскрыты, их в жизни никто не лутает. А, понятно, это свои на выходе. Хотя как свои, в кровишке. А не пасут ли там выход часом? Негодяи какие-нибудь. Моя тоже открыта, прикинь. Пипец. Все лутано. Как жить-то? Хочу КПП посмотреть все-таки. Да, я реально, блин, вот бежит уже конкурент, бежит. Да тут все обшарено нафиг. Ё-моё. Блин, подчистую все, капец.
Даже не стоит сомневаться, что эту времянку, да, тоже обчистили. Под ноль абсолютно. Да, за ЧВК я бы заколебался тут стреляться. Тут диких очелоботов столько, что яблоку негде упасть. Ну, этот подранок, видимо, сходу на это побежал, да? На выход. Не смотрел ничего. Это вроде не смотрено. Обманчиво. А нет, все вскрыто напрочь. Керарахир. Нет, слишком много людей вообще. Фу. Душно. Нет ни лута, ничего. И все бегают по одним и тем же точкам. Челоботы все вычищают, видал? Мы ходим как дурачки друг за другом. Ну давай еще тот тайник посмотрим. Ну и все. Ну и все, и блин, 20 минут почти. Потрачено тупо. А тоже вскрыты. Да. Все, абсолютно все точки лута пустые. Блин, если бы знал, я бы лучше побежал через сторону этого самого коттеджа, да, или лучше бы в затопленный хутор пошел. Там очевидно, что меньше народу было. Ну, кто же знал? Не угадаешь. Кто его знает, когда он моргает. Давай тогда из добра, которое я вынес, все это продадим и купим себе ящик для хлама. А то у меня совсем с местом в схроне беда. Все, мы можем теперь себе позволить кейс по рукам 1 106 000 с небольшим. 47 000 остатков у меня остается, но зато теперь будет в схроне хотя бы место. Чтобы склад второго уровня поставить, мне надо будет 2,5 миллиона рублей. Но у меня пока есть бабки куда вкладывать, так что подождем, потерпим. Я предлагаю сходить на таможню, хочу сходить во времянку, в которой открывается N-ключом. Мне необходимо забрать там папку. N-ключ у меня имеется. 17:32, пожалуй, пойду на таможню, застрахую МП5, так как она у меня новая, мешок можно будет страхануть, и все, погнали. В общем, если хотим сделать квест, то надо сразу идти в эту временку, забирать папку и стараться выйти на ближайшем выходе. Блин, а чё ж я... Нет, самое, это бронеразгруз 5 класса-то не надел. Ведь это же таможня, тут же... Страдания и боль, девиз таможни в начале-то вайпа. Далековато я, конечно, появился от времянки нужной мне. Мне придется через всю локацию, во-первых, пробежать это, да? Ну, не через всю, утрирую, конечно. Так-то неплохой спаун. Потому что у меня выходы в той стороне, мне не придется с папкой в обратном направлении бежать. Ведь так? Да, это так. Можно будет попробовать сразу же в 11-м там ЗБ, не в 11-м, как он называется, 12-м, который непонятно работает или нет, уже дикие подъехали. Вот как раз где эта папка, сейчас замес какой-то происходит. Ах ты мышка, а.
так вот ты делаешь, да? Ой, блин, таможня это какая-то преисподняя, отвечаю. Ну? Рожай? Посмотри, не отстает, да? Ты будешь сидеть там, да? Да, и там, смотри. А, это не ЧВК. Страшно, да? Блин, тоже с ПП мне вот это вот не нравится. Ладно. Блин, с тобой золотая рыбка. Какой-то лютый пипец происходит на карте. Давай, наверное, обезболимся. Пей. У меня-то пули свистят. Я мирный. Я-то мирный, вы чё? Ну, в общем, придется мне все это дело обходить, по сути, так как у меня ключей нет, а перепрыгнуть там через стройку придется только если через старую заправку. Но это крайне неприятный маршрут. Лично я так считаю. Поэтому давай как-нибудь здесь обход. Заправку обходим. И на заводскую территорию здесь как-нибудь внедримся сейчас. Ох, вот здесь я зря хожу, здесь получал и не раз со стороны заправки. Вроде нормально. С вашего позволения я докину патроны. Ого. А вот представь, я бы сейчас пошел как раз в ту сторону. Еще была мысль через ту сторону пойти. Как раз бы сейчас под эти выстрелы попал. Дикие уже дома лежат. Так, это сзади. Хорошо. Пока все идет нормально. Ох, целое приключение добраться, блин, до этой времянки. Пипец просто. Нет, это уже близко. Там, видимо, возле времянки какая-то возня происходит, да? Либо в районе КПП этого. Да давайте уже, идите, чё?
Да. Это причем ЧВК лупятся там. Похоже, что сзади. Блин, деревня в цехе кто-то. Ого. Вычислили меня. Блин. Пикни. Чё за бред? Ты когда-нибудь сдохнешь? Да у меня пули просто кончились в магазинах. Не, я такое не знаю, как побеждать. С таким патроном, как у меня, только по воробьям стрелять. И то, наверное, какую-нибудь мягкую часть тела. По броне все поглотилось. Нормально. Но патрон, гад, такой вообще не алё. И другого нигде не купить мне никакого патрона. Да, боеприпас в Таркове решает, пацаны. Ну, пошли за Дикуса еще раз тогда на развязку. Будем тащить тушенку, а потом снова на таможню тогда загрузимся. Давай, наверное, даже в вечернее время по темникам, чтобы никто не видел. Вот сейчас чувствую, у меня прям чуйка я, блин, сейчас как вынесу 2 тушенки эти нужные. А потом как пойду на таможню, как заберу эту папку нафиг. И все будут счастливые, улыбаться, хлопать в ладоши. Ого, погодка-то какая. 15 минут до конца. Раз. И капец меня заспавнило. Черт его знает где. «15 минут до конца рейда. В наглую пойти сразу же в Гашан через первый этаж, чтоб не вилять. А пофиг, что мне терять. Было бы что терять, да? Мы едем, едем, едем в далекие края. Здорово. Дикие трудцы — хороший знак. Говорите, что еще там тушенка спавнится. Но там она крайне редко спавнится. Я понимаю, что смысл может быть и есть в том, чтобы и на тех полках тоже поглядеть. Но в первую-то очередь это надо здесь смотреть. Так, первая тушенка. Вон вторая. Вторая тушенка. Все, миссия выполнена. Почти. Валим на выход, пацаны. Просто валим. А, с собой бы эту братву все забрать, чтобы они меня прикрывали, да?
Вот это было бы хорошо. Чё почем, кто на чем? Эта штука мне ручная дрель пригодится же для этого самого. Для схронного повышения уровня. Ну, хотя она не такая уж и дорогая. На самом деле. Ну чё, кемпера, я иду на выход. Ай. Промахнулся Децл. Шут промазал. От греха подальше по открытой не буду бежать. А если захотят, они так и так меня, конечно, шлепнут тут. Я несу тушенку домой. Мне, блин, сложно поверить в это. Какой сегодня уже? 5-й выпуск. А я все тушенку домой несу. Ну что так долго-то восстанавливается? 12 с небольшим килограмм. 13 без малого, точнее. Так. Я вынес тушенку, пацаны. Вот скажите мне после этого, что у меня нет какой-то чуйки. Ну что, 5 минут, и вот они, 2 тушенки в кармане. Вот так оно и работает. Сейчас закрываем квест тогда егерю. И идем еще раз на таможню. Так, получите, распишитесь. 2 тушенки вынес, наконец-то закрываю квест знакомства. И тут же он выдает мне пару квестов, которые надо будет делать также в лесу. Убить диких, не используя броню, 5 штук. И путь выживальщика запасливый. Заложить 2 сухпайка искра и 2 бутылки с водой в ЗБ 14 и 16. СКС, которую я вынес, она вроде как похуже по качеству, но тем не менее на нее можно будет пришпандорить какой-нибудь прицельчик по типу Калашовский или что-то в этом. Даже ПСО можно будет присобачить. Но я, наверное, ПКА возьму вот этот прицел, он мне более-менее удобный. Его будем использовать. Сейчас пойдем на таможню тогда и будем пробовать еще раз вынести папку из N-времянки. За ЧВК мы пойдем на таможню в 9 утра, застрахуем только уши, да и все, пожалуй, поехали. Цель на рейд не меняется, мне нужно добраться до этой времянки, забрать оттуда папку и выскочить с локации. Неплохой, в принципе, был спаун у меня в предыдущем рейде за ЧВК, но, к сожалению, там оккупировали ребята всю эту территорию, какая-то возня нездоровая происходила, они так мне не дали даже добраться до этой времянки, не то чтобы там что-то вынести. Ну, примерно в том же месте я появился, плюс-минус. В прошлый раз я вон там на зелени появился. Как тогда? Да, наверное, по тому же маршруту я и пойду. Я так считаю. В прошлый раз неплохо так проскочил. Только до места нужного, блин, не добрался, не успел. Ну, очень много народу, вон уже идет дикий. Ну, очень много народу на карте. Блин. Нафиг ты стреляешь? А ты петуха! Так я же просто прохожу мимо. Ну, блядь, нажри, сука!
Слышишь, да, уже стрельба где-то там, пули ложатся. Пули летят. Пули. Ага. Это медицина, судя по всему. В медблоке возня. Где-то тут пули свистели. Общежитие, скорее всего. Но было бы неплохо, если бы там все это происходило, а я здесь спокойно своими делишками занимался. Пусть даже в общаге, да, будет возня. Не буду смотреть никакие ни тайники, ничего. Да, в общежитиях возня. Прямиком. Спаун, кстати, имею в виду сторона спауна непосредственно. Очень даже ничего. Передо мной кто-то там. Да хватит ты. Блин, и он как раз лавирует где-то там, где я пробежать хотел. Чуток петлянуть придется. Не хочу сталкиваться с ЧВК, не хочу принимать, во-первых, бой, во-вторых, не хочу лишнего внимания к себе привлекать. Я должен закрыть этот квест в этом рейде. Я должен это сделать. Неудобная перестрелка там на заводской территории как раз снова. Это я заберу. Так, со скал вроде, да? Примерно как за скалами там кто-то тусовался. С этой стороны, если я попробую проскочить вариант. Выглядит, что вариант. Блин. Да елки-палки. Укрытие надо. И он мне что-то сломал, да? Да, что-то сломал, руку сломал. Ё-моё, я не вовремя вышел. Куда он зашки? Давай, мочи! Я хотел еще ключ посмотреть от 114. Пофиг, рискну, прям тут присяду. Ключа нет, но есть солева, которую я раньше искал. Но она здесь сейчас. Надо было искать солеву, тогда бы ключ попался. Так. Ой-ой-ой, картошечка у него. Я бы предпочел картоху. Арбузевичу. Еще думал страховать, нет?
Давай сразу вот так сделаем. А шлем 0. 0,5. Окей. Нет, стрельба, кажется, за забором. И это меня радует. Сейчас я тут где-нибудь прыныкаюсь, послушаю, во-первых. Во-вторых, по патронам раскидаем. Так, что там? Понятно. Так вот, все. Там, кажется, какой-то дикий с ума сошел просто и стреляет постоянно, беспрерывно. Такое бывает. Кепка! Эй! Нифига себе. Ну, хорошо, что я его увидел в последний момент. Что там пиздишь? Гнида! You were gonna pay for this bullshit! Готов. Очень плохо, что я здесь стрелять начал. Так, мы можем даже вот так вот по шурику сделать. Зашибись. Типа быстро. Третий. Послышалось, или там кто-то лазил в цехе? Надеюсь, послышалось. Вон он, упырь! Не делай так. А то я ежика родить могу. Выход работает, по-моему, нет? Нет, не работает. Точно? Точно, он не работает. Ну ладно, в этой стороне я не слышал в любом случае никакой стрельбы, да и народ еще пока не подтянулся сюда. Я думаю, это будет не проблема сейчас поглядеть в газели и просто выскочить. Что у нас? 39 килограммов. Много. Вау. У него, оказывается, флешка в кармане, представляешь? Вот это подгон. Спасибо, Тарков. Так, там дикие уже подскочили. Давай потихоньку сейчас срулим отсюда. Пока есть затишок. Ага, он здесь, оказывается. «104-я общага». 104-я это, по-моему, пару кур такие, этот самый, да? Инструменты. Тяжелый персонаж, уже чувствуется вес. Надо ковырять отсюда.
готов. Навык владения штурмовыми улучшен. За счет стрельбы с СКС. Ага, во. Вот в этом рейде мне очевидно повезло, да, что возня происходила вся либо на базе решалы, либо в общежитиях. Это сыграло мне на руку. Конечно, еще не конец рейда, все может произойти. Может... Да, вот такие ребята тут курят. Но тем не менее, не так, как в предыдущем рейде. БП. Спасибо. Да вот он! Капец. Вот этого я не ожидал. Перезаряжай, ты чё? Фу. Выходишь, и шорох такой в кустах сразу. Ладно, на закуску заберем. Все, не буду ничего лутать. Не хочу даже лишнюю минуту оставаться на локации. У меня квест на кону. И я его выполнил, пацаны. Мне удалось все-таки выйти. Вот это чуйка, нифига, я отвечаю. Я как будто чувствовал, что последние два рейда сегодня будут удачными. Как закон Мерфи, да, взял более-менее адекватную пушку, хотя бы на 7,62 калибре, да, пусть ПС, и сразу же ни одного чувака не встретил. Да, обошел кое-где, но лоб в лоб так и не столкнулся ни с кем, только дикие попались. Ну и здорово, я закрываю квест. Значит, квест вымогатель мы можем закрыть. Тело посыльного не нашли, но мы не в ту сторону ходили. Это не обязательно для выполнения. Главное, что мы нашли спрятанный груз, то бишь папку, забрали ее и вынесли из локации. Что на флешке квест он мне предлагает? Здесь надо будет две флешки найти. Одну я только что в диком нашел, сразу же ее передам. И еще одну флешку можно будет закрывать квест. Плюс квест движуха у меня выдает. Убить бойцов ЧВК, используя пистолеты троих. Это можно будет делать либо на заводе, либо, ну как я в прошлом вайпе делал. Просто с собой иметь какой-нибудь АПС и на случай столкновения с ЧВК стреляться с ними с АПС. Ну либо с другого какого-нибудь пистолета. Давайте еще один быстрый рейд. За дикого в лес сходим. Я хочу поискать спички, ну и какой-нибудь хлам для убежища, потому что он там пустует у меня. За сегодня я ничего для убежища не сделал, никакого хлама не насобирал. Поэтому надо немножко притащить барахлишко домой. Может, что-нибудь в убежище сможем поставить сегодня еще. Да и выпуск еще рановато заканчивать, то народ негодует. Мало, и шо давай? Получаете. Вот теперь гуляем, пацаны. Ничего себе, у меня еще и рюкзачок хороший такой, большой. Кто-то уже бежит, что ли? Где? Кто я? Ой, опять туда же, что ли? Так, 18. Дикий мост, лодка, бункер диких. Все, я, значит, иду через затопленный хутор. Сейчас тут пару тайничков глянем. Ну что, давай мешок набивать тогда добром, раз есть такая возможность. Посмотрим всякие ерундовые вещи. Конечно, если бы была барахолка, я бы не заморачивался, не выходил бы на какие рейды за этим хламом, но... В этом тоже есть свой интерес, кстати, играть без барахолки. Может быть, нам какой-нибудь опрос запустить? Может, без барахолки вообще путь со дна делать этот? Хотя нет. Лучше, наверное, стримы начать, да? Без барахолки. С максимальным паком, но при этом без барахолки. Главное стримить. Что я не особо-то хочу и умею. Так. Выход у нас будет в аккурат блин, 18 минут. Я туда не успею вообще до туда добежать. Нет, давай, наверное, сразу топану.
Хотя за лутом же вышел. Какие там еще выходы есть у нас? Лодка. Это далеко. Бункер диких. Это антенна. Ну, понятно, в общем. Ой, здесь же хорошие есть места для лутания. Сейчас тут полутаемся и в аккурат за этим самым, за хутором затопленным. Там у меня будет выход, там я и выйду просто. Блин, это их пробежал слева и справа. Ладно, я хотел спички поискать. Какие-нибудь болты, гайки. Только в этом духе. Свечи. Но в этой стороне не так много диких. Сейчас бы побежал на МЧС. Точно бы там все в ноль уже. Либо такая же гурьба голодающих, как я. Техснаб пустой. А тут, видимо, ЧВК похозяйничали, да? Да. Очевидно, что ЧВК похозяйничали. После этих ребят... Ой, что-то было, слушай. После этих ребят мало что найти можно. 56-е. Ну и ладно. Ну уж спички-то вряд ли забрали. Даже если лута на все. Спички-то вряд ли забрали. Кому они нафиг нужны? Они нужны там только поначалу. На обогрев до зоны отдыха. Панама. Сейчас мы хитрые места найдем. Без лута точно не вернемся с леса. Уж где-где в лесу лута предостаточно. Лес кормит. У тебя доляры. Иду я как-то по лесу. А гляжу. Доляры. Корешу понравился. Скамеечный юморок. Нет, лутано. Пацаны тут уже пошерстили. Изолента. Устарела изолента. Саморезы. Надо было глянуть, что там у меня есть. Что мне нужно будет. Хотя я и так, в принципе, помню. Болты, гайки да спички обычные. Свеча еще одна. Ну ничего. Трубчику все. Тушенка пригодится. Да, пожрать бы, конечно, не помешало. Сухое, горючее. Забавно, в этом... Все в округе облутали, а эту комнату вообще не тронули вроде как. Мне нравится такой расклад.
Еще набор мастер. Не знаю. Как по мне, ценности у меня. Я уже 3 нашел. Есть кто? Нет? Здорово. Разумею. Нифига тут братва лазит. Сколько вас много. О, кстати. Вот это точно забираем. Магаз забираем. Я его купить нигде не могу. Вот сюда складываем, Хорошо. Не, мне даже, блин, до разрушенной деревни я, наверное, не дойду, уже битком буду. Хотя тут... О, то, что надо. Особо ценного-то и нету ничего. Это продадим. Ну, зато подколымем деньжат. Малеха. Правильно ведь? Конечно, правильно. Не то. Так, внутри есть смысл смотреть? А, да, есть. Наверху там может интересности всякие спавнятся, да? Сумочка у меня есть. Ну тут... Усмотрено. А, нет, золотая цепочка. Пойдет. Блин, красный таймер. Не успеваю. Циклонище. Ё-моё, ладно, ты оставайся здесь. Циклонище мы продадим за полтосик целый. Я еще больше разгрузку нашел. Маска лыжника. Ебой. Это нам надо. Спасибо, бро. Нифига тут возня была. Инструменты. Трансформер. Нормас. Охуенно сейчас поживимся. А, ну тут, видать, лутанулись, да? Ананас. Что тут может быть? Тут сумку можно посмотреть. Нормально. Опа, еще болтики. То, что надо. Не зря запрыгнул. Швейный набор. Есть добрышка, пацаны, есть. Термометр аналоговый, шланг. Тоже надо будет в хозяйстве. Блин, сюда в натуре хоть с пилигримом приходи, да, если никого нету, и выноси. Просто гору лута. Шпроты сиги. Ага, вот это хорошая штука. Нормально, живем, пацаны. 2 болта есть? 2 гаечки, пожалуйста. А, тут лутано. Вау.
сторону затопленного хутора, я думаю, можно будет смело идти. 7 минут у меня осталось всего-навсего. Не так уж и много, на самом деле. Я сейчас на дорогу только потрачу минуты 4, как минимум, я думаю. Сейчас посмотрю, здесь тайничок. Те левые на скалах, которые тайники смотреть не буду. Сразу же пойду к затопленному, посмотрю. Если у меня там еще времечко немножко хотя бы останется, то там полутаемся, поковыряем. Если же нет, то сразу прямиком на выход, так как у меня лута уже более чем достаточно. Так вот. Все, погнали. Вот, примерно. Где-то тут ящик с инструментами был. А вот он под лодкой. Все, сейчас найдем. Блин, даже не знаю, лутаться, не лутаться здесь. Да давай хотя бы ящики с инструментами посмотрим. Тут чистоган. Меченку можно было бы поглядеть на наличие всяких ценностей. Блин, чуток времени прям не хватает полноценно тут осмотреться. Еще в этой хате по углам может золото валяться, но мне гайки надо. Дайте мне гайки. Главное на выход успеть. А то сейчас все эти старания просто коту под хвост. Вау, газоанализатор. Благодарствую. Офигеть. Вот он, железный повод выйти с локации. Газоанализатор. У меня же санэпиднадзор висит квест для терапевта. Вот так вот. Оно и происходит. А я еще сижу, думаю, что там может быть такого интересного? О, блин, гайки. Вот это сюда. Вот это нафиг не надо нам. Что там эти $49 ячейку целую занимают, да? Все, круто. Близко к воде не идем, потому что там начинают снайпера стрелять. Идем аккуратненько, потихонечку в сторону вот этого моста. Там у меня и выход. Дикий мост. Он самый. Вот он пункт питания. Чуть дальше там антенна, а вот он мост, который нам нужен. Это наш выход. Ну да, еще было пару минут в запасе на лутание. Но я нашел газоанализатор. Красотища. Да и только. 17 почти минут и несколько ценных квестовых предметов. Помимо газоанализатора из квестовых предметов тут у нас кот, тут у нас тушенка, но это из такого. Свечи, присадка топливная, квестовая, что еще? А, ну и шмаска сама, она тоже квестовый предмет, мне ее потом не надо будет ходить искать, надо ее аккуратненько куда-нибудь положить, чтобы не забыть про нее, вот сюда, например, да, и все. Санэпиднадзор, часть первая мы можем закрывать, нашли совершенно случайно газоанализатор в лесу Задикого. Ну и санэпиднадзор, часть вторая, конечно же, теперь нам надо в рейде найти 2 газоанализатора, но так как вы говорите, что их как грязи, то там, то тут они спавнятся, значит надо время от времени по тайникам каким-нибудь пробегать. В общем, такой лутовый рейд надо делать время от времени за Дикого. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, выпуск вам понравился. Сегодня насыщенный такой денек получился. И квесты поделали, и люлей пополучали. В общем, все присутствует. Большое спасибо, ребята, за вашу моральную и материальную поддержку. Всем отличного настроения, приятной игры. Увидимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания.